Энтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, у нас самый максимальный позитивный день в апреле месяце, можно сказать, 23 число. И крипторынок двинулся. Двинулся, конечно же, у нас максимально солнечный день за окном, у нас максимально теплый апрельский день. И, конечно же, все цветет. Зацвели у нас абрикосы, зацвели уже яблони, вишни, черешни, просто шикарный вид за окном, просто шикарнейший вид за окном. Итак, ну что мы видим? Мы видим на данный момент рост битка 5%, эфириума 13%. Ну и большинство альткоинов тоже за день неплохо выросли. 13, 14, 31. Мы в принципе такого не видели в 2024 году. Может быть это начало того самого интересного движения, когда биток растет примерно на 1-2%. За ним растет эфириум на процентов 5-10 и, конечно же, догоняет альта. А там уже рост от 5 до 20%. Может быть, это и есть то самое движение. Мы видим то, что у нас Бонг 27% дала, монетка IMX 31, Суи 26. Очень интересно. Очень интересно, Суи практически доходит до $3. Ну, такая вот зеленая палка, довольно-таки неплохо. Альткоины шикарно начинают реагировать на рост биткоина. Но эфириум у нас, конечно же, еще не пробил свой нисходящий тренд. Биток хоть и пробил, эфириум все равно идет с отставанием. Так, что у нас по комментариям? Как обычно в яму, знаем мы его уже, кроме как падать Мегер ничего не хочет. Да не, ну, уже не знают, как вытряхнуть холдеров с альты. Да, конечно же, не знают, они будут скамить некоторые альткоины. Вон, смотри, ОМ конкретно корректировался. Ну, там не скам. Там просто сильнейшая коррекция. Рост монета показала, тот, кто не зафиксировался, это его проблемы. Ну и кто залетел уже на хаях, тоже его проблемы. Ждем. Почитаем комментарии. Здесь у нас есть некоторые боты. Я жду на Мексе. Ну, ты на Мексе, я на Биниксе, например. Красота. Но не зря лонг на биток на месяц открыл. Молодец, молодец. Молодец, конечно. Тут у нас разные спамовские комменты. Итак, я буду делать розыгрыш. Розыгрыш $100 среди, наверное, человек 5 там или 10. Посмотрим. Буду делать розыгрыш раз в 2 недельки. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно быть зарегистрирован на бирже BinX, проторговать там какие-то небольшие объемы и, конечно же, скинуть в комментариях под видео уйди и быть подписанным в телеграм-канале. Итак, на данный момент, ну что, мы поедем посмотрим, что у нас с криптовалютами случилось на данный момент. И, конечно же, давайте в первую очередь посмотрим DXY. Важный, интересный показатель. Я вам говорил неоднократно то, что DXY у нас снижался и, конечно же, по всей видимости, будет реакция хорошая на рынке. Что мы видим? На дневке падение DXY. И здесь у нас небольшая остановка. Остановочка у нас здесь произошла уже в течение 3 дней. Я думаю, что здесь будут формировать такой вот медвежий флаг и будет еще некое движение по DXY. Ну, по поводу остаточного движения не могу точно сказать. Мы уже так тут конкретно шлепнулись и движение у нас здесь составляет, смотрите, 11.38. 11,5%. Практически такое самое движение, когда биток разворачивался с дна медвежьего рынка 11.8. Здесь биток развернулся в 2022-2023 год, начало. Вот. Аналогичная здесь ситуация. Я думаю, что здесь уже будет тоже рост биткоина, только незначительный, но значительный рост альткоинов. И тот самый начнется долгожданный альт-сезон. Конечно же, в это очень плохо верится. Даже у нас индекс страха жадности показывает то, что рынок в страхе, но буквально сегодня уже в жадности. В это очень слабо верится, но рынок растет всегда на неверии. Итак, мы видим 72 жадность, нужно уже фиксировать прибыль. Но правда цены не те, которые были в декабре, ну и даже не такие, как в марте. Даже не те, которые были в марте, и даже не те совсем, какие были в декабре.
В принципе, вот так вот. Ну, рынок может быть такой, что здесь разворачивают. Здесь могут еще показать несколько дней страха, нейтраль, там страх может быть даже, может будет у нас какая-то коррекция, все может быть. Ну, довольно неплохо. Развернули, ожидаем туземона. Что по портфелю? На 90-дневке мы видим то, что уже на данный момент пробивается нисходящий тренд. 90 дней смотрим. Здесь у нас уже присутствует пробитие. Нисходящий тренд сломлен. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Но на 30-дневке уже видно рост. На 7-дневке видно сильнейший рост. Ну, на 24 часах понятно. Просадка по портфелю на данный момент составляет 28%. В принципе, вот так вот. Первое место занимает Pepe. Дальше Sui, Aptos, Solana, Ethereum, DOT. Ну и остальные мелкокаповые проекты. Очень высокорисковые, которые могут дать от 10 до 100 иксов. В принципе, в прошлых циклах у нас, вернее даже в 2021 году, я знаю, что люди раскачивали свой портфель до 20 иксов. С учетом просадки, которая была на портфеле. Посмотрим, как получится в этот раз. У нас вчера, в принципе, были интересные новости. То, что Пауэлл все типа тю-тю, аллюр, и рынок на это все конкретно реагирует. Посмотрим, что у нас будет в дальнейшем. Но видно, что капитализация увеличилась. 2 триллиона 920 миллиардов долларов. Цена битка 93 тысячи долларов. Эфириум знатно отстает. 1794, но был 1800. И у нас тут дальше пошли Tether, XRP, BNB, Solana неплохо держится. Можно покупать даже с текущих Solana. Dogecoin тоже хорош. Link, AVAX, Sui. У меня основная ставка в принципе на Sui идет. Sui, Solana и Pepe. Pepe это, конечно же, мемкоин, но он хорошо реагирует на Ethereum. Уже Pepe в принципе 2 икса показал с апреля месяца. Также давайте посмотрим доминацию стейблкоинов. Давайте-ка мы посмотрим доминацию стейблкоинов. Мы с вами вчера это дело рассматривали. На данный момент доминация у нас движется в нижнюю часть канала. По всей видимости, мы будем выходить с данного канала. Я думаю, что вниз мы пойдем. Начали люди массово перелаживать свои бабки из стейблкоинов в криптовалюту. И мы видим здесь коррекцию. 24 ноября у нас здесь начало формирования восходящего канала. Вот так вот. Тут у нас еще был еще один канал. Апрель 24 года. Вот что. Ну, в принципе, так. Доллар пока что у нас, стейблкоин пока у нас здесь формирует такой вот канал. Мы еще не прошли. Не все здесь у нас движение. Сколько тут у нас еще по поводу, чтобы шлепнуться вниз? Здесь у нас получается 7% нужно еще. Еще нужно 7%. Давайте посмотрим, что у нас с лонгом интересным. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас с лонгом. И в принципе что? Лонги набираются. Набираются лонги, не останавливаются. Они здесь не останавливаются. Интересный очень график. Когда покидать рынок, я в принципе буду тоже снимать видео, чтобы просто-напросто не застрять на медвежку. Все это будет в будущем. Следите за каналом. Пока за то, что покинуть рынок очень рано говорить, но я думаю, что мы этого момента дождемся. Так, давайте посмотрим локально на часе. Я иногда рассматриваю на 30 минутке доминацию биткоина, доминацию набора лонгов. Вот мы видим то, что вчера здесь было небольшое движение на часе и реакция на альту. Я думаю, что здесь формирует разворот по альткоинам большинства. Видим то, что лонг растет. Это очень хорошо. Как только здесь появится волатильность, начнет отстреливать альта. И это будет очень хорошо. Не теряйте момент. Покупайте альткоины хотя бы на 2 икса. Я понимаю то, что большинство людей не хочет покупать ничего. Но залетать потом на зеленых палках не нужно. Есть, допустим, какой-то сформирован портфель.
выделите, ну, кто по мере возможности. У кого есть 10 долларов, у кого есть 100 долларов, у кого есть 1000 долларов. И покупайте альту на 2 икса. Я покупал, например, на этой неделе, даже не на этой, а на прошлой неделе, альту на 2 икса. Сейчас она уже показывает прибыль. Как только будет 2 икса, я буду ее продавать и тем самым пробовать раскачивать свой портфель. Буду заходить в другие альткоины, которые тоже будут давать, показывать 2 икса. И так потихоньку 100 долларов, 10 сделок могут превратить твои 100 долларов, ну, в тысяч так 20-30. Вот так вот. Посмотрим, понаблюдаем, будем раскачиваться. Так, здесь у нас набор лонгов продолжается. Ну, это очень хорошо. Это не очень плохо, это наоборот хорошо. Конечно же, рынок может в этот момент не особо реагировать ростом. Но если здесь лонг набирается, то будет раскачка. И буквально смотрите, на дневке мы уже, вот уже буквально, ну, эту недельку мы конкретно выросли еще на 1%. 1 миллион 25 битков. Вот у нас цена BTC. Дальше. Что у нас еще интересного? Total 3. Давайте мы посмотрим Total 3. Мы давно не рассматривали с вами Total 3. Берем, открываем Total 3. Нам важно посмотреть Total 3. Total 1 понятно, то что у нас Total 1 уже там и нормально себя чувствует. Total 3 отстает. Отстает от Total 1, очень конкретно он отстает. Мы его давненько не рассматривали, буквально еще 10 апреля, наверное. Но здесь у нас идет все по нашему сценарию. Мы пробили нисходящий клин. Вот у нас есть клин. И здесь уже закрепляемся. Раз, два, 3 дня идет закрепление. Даже чуть-чуть больше. Вот мы видим 1, 2, 3, 4 дня закрепления. Очень все здесь шикарно у нас происходит. Я думаю, что на данный момент у нас будет похожая структура, как было летом. Только здесь растянули по времени, а тут уже время все поджимает. По Total 3 пиковые значения, это у нас диапазон 2 триллиона долларов в этом цикле. Вот здесь я ожидаю альт-сезон. Вот здесь вот. Альт-сезон. Будет ли он или нет, никто, конечно же, не знает, но рост сюда, в эту зону, у нас может произойти очень быстрый. И тут уже будет распределение. Как это было, допустим, вот декабрь распределение, так и может быть здесь. За рост еще очень рано говорить, потому как у нас здесь не сломлен тренд нисходящий. Хоть по биткоину уже сломлен. Но не нужно особо радоваться. Мы прекрасно знаем, какое у нас настроение, но с такими показателями, с доминацией битка, с доминацией альты, с доминацией эфириума, с таким вот шикарнейшим набранным лонгом, ну я не знаю, какая может быть медвежка. Мы же прекрасно знаем, что буквально, если у нас здесь уже ракета заправлена, то будет здесь по-любому снижение. И при небольшом снижении у нас сразу начинает реагировать альта. Смотрите, вот у нас фитили 4 ноября, вот у нас 18 ноября и вот снижение, да, 2 декабря. Сразу начинает расти альта. Здесь аналогичная ситуация будет. Посмотрим, как они будут все это дело качать. Но выйти с рынка нужно, когда мы уже вот сюда вот пришли. Все, конкретный такой слив. Там будем смотреть. Total 3 у нас запас хода есть, конечно же, капитализация Total 3 у нас должна достигнуть капитализации битка, всегда так было по истории. Кто не в курсе дела, давайте откроем капитализацию биткоина, 1.85, выросла. В прошлом цикле капитализация битка была в диапазоне 1.2 триллиона долларов, смотрим на Total 3 на недельке. Вот, прошлый цикл 1.2 триллиона долларов, плюс-минус там примерно. Также капитализация биткоина в 2017 году была 300 миллиардов долларов. Total 3, 2017 год, 300 миллиардов долларов, смотрите, вершина. Аналогичная ситуация у нас должна и здесь произойти. Также по Fibonacci, если мы натянем Fibо, то это у нас будет первый уровень 618,
1,6. И второй уровень, конечно же, 2 триллиона 45. Где-то между вот этими вот зонами будет у нас пик по альткоинам, по нашим долгожданным скам-проектам и альткоинам. Сценарий слез Сатоши, вот у нас красная линия. Я в этот сценарий, конечно же, не верил и не верю, потому как просто альта вся соскамится. Посмотрим, как у нас начнут все это дело раскачивать. Как же это все дело раскачают, знает только сам Бог. И давайте-ка мы посмотрим еще доминацию биткоина. Что у нас доминация биткоина говорит? 64,27. Доминация битка продолжает расти на недельке. Был ли здесь поставлен пик, никто, конечно же, не знает. Но вот буквально уже сегодня у нас здесь красное. Но такое, это все локальное движение. Нам нужно увидеть намного больше откатные свечи, чтобы это было, допустим, ну, как у нас было вот в ноябре, да. По поводу доминации биткоина. В прошлом цикле доминация биткоина знатно начала падать еще с марта месяца. Вот у нас халвинг, шаблон бары 2021 год, и с марта мы уже конкретно падали. В этом цикле я вот поставил вот эту вот зеленую линию. Может быть такое, что мы начнем падать с 22 апреля. Крайний срок у нас получается 22 мая. Вот что. Посмотрим, понаблюдаем. Вот у нас в принципе вот здесь могут сформировать разворотную вершину по доминации битка. Сильнейшего падения по доминации битка я не жду. Ну, примерно хотя бы вот сюда, вот на 30%, где-то на 25%, в диапазон там 40-47%. Было бы неплохо увидеть падение доминации биткоина. Что, в принципе, можно приобрести на 2 икса? Ну, монетка RES есть такая вот. Актив у нас. Конкретно уже шлепнулся здесь он. Он еще не дотянул до зоны листинга. Это у нас диапазон 1 цент. Ну, здесь у нас и так уже было касание 1.1 цент. Может быть такое, что здесь будут формировать разворотное движение. И можно что-то посмотреть, присмотреться для того, чтобы получить здесь каких-то 2 икса. 2 икса это у нас как раз будет диапазон вот этого вот сопротивления. Мы можем здесь увидеть, у нас здесь будет 148% роста. Молодой актив, особо еще ничего не показывал, только показывает укатку. Конечно же, он высокорисковый, но можно к нему присмотреться. Сигнала на покупку пока здесь не было. Это у нас на недельке. Что у нас на дневке? На дневке у нас, в принципе, были здесь сигналы. Можно что-то присмотреться. Двойное дно отрисовали, но немножко опасненький актив. Также монетка AVA. Монетка AVA выстреливала она неплохо. Здесь у нас есть инвестор Binance Labs. Binance Labs. И у нас был такой вот выстрел в декабре месяце. Также мы пришли в интересную зону. Здесь у нас есть некая поддержка. Давайте мы обновим объемы. Посмотрим, что у нас здесь по объемам. Линия POC у нас здесь по центру. Ну, здесь у нас уже движение есть некое. Но можно, в принципе, присмотреться, приобрести данный инструмент. На движении вот этом всем он показал 42%. Некоторые альткоины показали даже более, от 5 иксов уже. В принципе, вот так вот. Также по поводу Pepe. Держу я Pepe. И она неплохо, конечно же, выросла. Золото у нас. Может быть такое, что с золота начинают уже переливать бабосики. Золото у нас конкретно уже поставило такой конкретный хай. Хорошее здесь у нас произошло падение на 5%. И для золота это знатно. Для золота это знатно. Ну, я говорю, что золото с текущих покупать нельзя. Кто, конечно же, спекулирует, можно частично куда-то переливать в другие активы, можно просто удерживать в долгую. И все. И давайте посмотрим монетку Pepe. Неплохо. 91 уже монетка Pepe выстрельнула. Ну, на 2 икса можно, конечно, было бы брать Pepe. Также RES. Токен в настоящее время находится в аккумуляции. Тут у нас аккумуляции нету никаких.
Ава у нас тоже нету никаких аккумуляций. Пепе. Я думаю, что здесь сформирует все-таки разворот. Также, если у нас отскок дохлой кошки, то мы вырастем где-то примерно 13-14. Если нет, то Пепе покажет движение. Она очень хорошо идет за эфириумом. Вот такое вот у нас здесь двойное дно. И Пепе неплохо, конечно же, выросла. 11 марта. Смотрим 65%. Тяжелый, конечно, актив. Для такого тяжелого актива здесь у нас тоже получается 55%. 55%. Ну, практически 2 икса дала. Ну, Пепе вот можно было бы 12-13 сюда вот додержать. Вот так вот. Здесь есть два сигнала на покупку Пепе. Можно брать. Я, в принципе, не думал, что мы так сильно катаемся, но она пошла за эфириумом. Она пошла за эфириумом, и видно, что мы шлепнулись к значениям апреля 2024 года. Во всем виноват эфириум. Вот что. И эфириум, давайте-ка мы посмотрим эфириум. На данный момент эфириум у нас не сделал еще пробитие нисходящего тренда. Если посмотреть эфир, он упирается в сильнейшее сопротивление. Смотрим на эфир. Вот. Есть у нас нисходящий тренд. Здесь у нас, в принципе, есть пробитие на дневке. Если мы посмотрим, то у нас здесь есть пробитие. Но нету еще закрепа. Так как, допустим, большинство альткоинов отрисовало двойное дно, здесь они могут, в принципе, по эфириуму сделать вот такое вот еще движение с коррекцией, и потом, допустим, начнется рост. Эфир зачастую идет с запозданием за битком. В принципе, вот так вот. Ну что, рынок выглядит неплохо. Посмотрим, понаблюдаем в дальнейшем. Пишите в комментариях под видео, какие альткоины вам интересно посмотреть. Пишите ваши стратегии. Также будьте рефералом на бирже BinX. Заводите какой-то капитал, прокручивайте, и будем разыгрывать бонусы, призы. Я думаю, что все будет у нас хорошо, все у нас получится. Вот у нас уже там новости, то что Пауля, короче говоря, сменили. В дальнейшем у нас будет заседание ФРС. Я думаю, что в мае они понизят ставку. И дальше у нас будет продолжение движения. У нас осталось немного, буквально до октября, до ноября, чуть менее чем полгода, чтобы рынок рос. Увидим ли мы в этой заключительной фазе рост, мы, конечно же, не знаем. Но если мы его не увидим, то в дальнейшем просто по временному интервалу уже все. И так уже доминация биткоина затянулась на 2 месяца с своим падением. Я думаю, что все будет хорошо. Посмотрим, как у нас закроется эта неделя, и посмотрим, как у нас закроется следующая неделя. Это будет два важных момента. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.